Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Овен. Таро расклад. Что ждет? Узнай будущее. Прогноз Таро на 10 дней на декаду с 20 по 31 мая. Давайте узнаем подсказки карт Таро на будущее. Что изменит, быть может, ваши планы или события? Каковы эти события ближайших дней, ближайшего будущего, которые окажут влияние на вашу жизнь? И у нас сегодня две колоды. Первая – это Оракул, а вторая колода Таро. И мы будем задавать вопросы колоде Оракул. Позволим картам раскрыть какую-то ситуацию или последовательность событий. И, конечно, останемся реалистами, поскольку любой расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но искренне надеюсь, мы с вами проведем приятное время, и вы переложите значение карт на обстоятельства вашей жизни, и наш расклад вам будет чем-то полезен. Итак, давайте узнаем, какие события ожидают ваш знак в последнюю декаду мая. А вот какие события? На что-то нужно тут решиться. Как будто время, буквально подпекает, да? Или, может быть, какая-то ситуация, которая требует, с одной стороны, таких новых решений, к чему вы не привыкли. И вот это постоянство, оно, с одной стороны, прекрасное качество, но, может быть, настало время что-то сделать совсем не так, как вы к этому либо относились, либо, может быть, отойти от какого-то, к примеру, стереотипа. Постоянство здесь в данном случае может быть со знаком плюс, когда мы как раз меняем какую-то ситуацию или решаем вопрос как-то иначе, по-другому. А вот после этого эту уже ситуацию стабилизируем. Давайте не будем немножко забегать вперед даже. Достанем 4 карты, посмотрим, какие события ближайшего будущего нам раскроют в целом на эти 10 дней до конца месяца карты. Что ждет вас в последнюю декаду мая, мои дорогие овны? И на колоде Таро продолжим наши вопросы как раз. Или это будут те вопросы, которые больше раскроют те темы по оракулу, о которых мы узнаем. Но вопрос наш будет как неожиданность. То, чего вы не ждете. И пусть это будут приятные неожиданности. Вторая карта у нас будет называться карта вашей силы. Что помогает, что у вас, возможно, и исполнится. По основным сферам жизни достанем 3 карты. И это ваши достижения, профессиональная деятельность, работа, учеба или документы, важные бумаги какие-то. Деньги, финансы, любовь, отношения и личная жизнь. И достанем карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем узнавать, что же там за события ближайшего будущего. В чем придется принимать важные решения. Правда, у кого-то это может быть известие, письмо. И вот эти карты, которые перевернулись нам в самом начале, тут действительно могут говорить о... Даже пусть это у кого-то телефонный звонок или новость. Новость, которую вы услышите, может быть, даже средства массовой информации, но какой-то момент, когда вы переосмысляете еще и свою жизненную ситуацию, обстоятельства, и, значит, приходите к какому-то выводу, что нужно, может быть, действовать. Но как бы нам уже говорят, что есть тот человек, который вам эту новость может послать как будто. И у кого-то это может касаться либо личной жизни, либо, может быть, и каких-то событий по работе. Возможно, это перемены какие-то. Давайте достанем дополнительные карты, потому что нам сказали, новость как будто есть, информация есть. И это колода оракула, и она такая в прорисовке своей уходит в далекое прошлое, не менялась она, поэтому значение мы перекладываем на нашу современность. Тут карта буквально свадьба, и понятно, что не у каждого же свадьба, но имеется в виду, что такое свадьба. Это официальное оформление документов, это какое-то соглашение. Это может быть и контракт, пересмотр какого-либо контракта или та новость, которая вас, может быть, где-то вынуждает к тому, чтобы вы
перезаключили какие-то или пересмотрели важные документы, обязательства, или что-то сделали очень правильно, хорошо. Но все же эта карта имеет под собой, знаете, вес такой уверенности, надежности. И вот это оформление, которое вы, может быть, произведете, а кто-то банально узнал новость и будет искать юриста, адвоката для того, чтобы прояснить какую-то ситуацию. Но, опять же, и стабилизируется она ведь, эта ситуация, мы должны сказать. Или в вашей власти как раз тут что-то пересмотреть, может быть, некоторые нюансы, детали добавить и в конечном итоге остаться довольным, самое главное. К чему же это все идет? Что за известие, что за новость? Что за документы? Но нам снова говорят о письме. Значит, как минимум, работа с информацией, пусть не буквально бумаги, письма, да, хотя у кого-то и документы вы получаете. Может быть, документ даже по работе, да, какой-то сделали отчет, и вам его дадут переделать, потому что форма, к примеру, отчета поменялась, или нужно что-то пересчитать. И, может быть, неоднократно, а дважды я такое могу допустить, потому что меняются какие-то шаблоны, какие-то парадигмы меняются в системах отчета. Или, тем не менее, работа с информацией, если вы работаете в большим, как и объемом, так и с большим количеством людей, может быть и так. Но какой-то информационный поток есть раз – и в конечном итоге правильное отношение к тому, что вы увидите, услышите, получите, как раз стабилизировать какую-то ситуацию, обстановку, сделать что-то красиво, хорошо и грамотно, я бы сказала, когда Овен останется спокойным. Хотя я могу допустить у кого-то и личная жизнь, и переписка, и вопросы о том, чтобы оформить отношения. Может быть и так. Все же мы все разные. Давайте посмотрим события ближайшего будущего. Верности карта. Но уже не буду доставать дополнительных, тут все понятно, потому что есть как минимум одно ключевое партнерство, а может быть и два, да, конкретный вопрос, который может быть связан с получением писем, документов, информации, важных бумаг, когда есть то лицо, которое либо вам содействует, оказывает какую-то помощь или дельный совет дает, как лучше что-то сделать, или вы находите такого человека, или есть в вашем окружении тот человек, которому вы можете, самое главное, доверять, потому что верность, собака – это именно доверие какое-то присутствует. Но и мы можем переложить эту карту на как помощь, может быть, решить тот или иной вопрос. События ближайшего будущего. Возлюбленного, ведь правда у кого-то могут быть самого разного рода соглашения, обсуждения тем важных в вашей паре, например. И неважно, замужем, женаты вы, или вы только встречаетесь, или вы, в принципе, один или одна, и вот, может быть, как раз задумаетесь, а не закончить ли мне какое-то одиночество, и начнете искать возможность, как расширить горизонты своего общения или сменить окружение. Такое тоже предполагаю. Но в любом случае возлюбленная, как будто, кстати, она держит тоже бумагу, пакет или документ какой-то, да, или письмо, получила что-то, может быть, как признание в любви. Я могу такое допустить, что какие-то радостные новости у вас могут быть. Давайте так подытожим. И у кого-то по части личной жизни, но есть все же и та новость, которая вас вдохновляет. Давайте откроем следующую карту. Просто нам прописан разговор, вы будете что-то либо обсуждать. Здесь нам показана, ну, как общность людей, не семья. И поэтому обсуждение, наверное, вот той какой-то важной темы, может быть, это как ключевая тема или ключевой вопрос на эти 10 дней. Это то, что быстро не решите, а в течение 10 дней как раз можете и прояснить, или, по крайней мере, будете знать, к чему это все идет. И вы останетесь все равно довольны. Пусть даже не так быстро решаются какие-то вопросы, но, видимо, шаг за шагом. Может быть, вы как раз найдете нужных людей, которые дельные советы дают или помогают оформить, или помогают узнать, как работает в отношении вас закон. Или есть какие-то контакты. Все зависит от того, какие задачи вы перед собой ставите. Вообще, я бы сказала, спокойное где-то течение жизни. Хотя новость может быть разная, я это допускаю. Но даже я вижу хоть камни с неба, мои дорогие, тут у вас все равно вы сумеете решить любой вопрос. Или если даже и есть где-то обсуждение,
то, ну, может быть, и в споре рождается истина, почему нет. Может быть, вы с кем-то будете договариваться. Хотела уточнить карту разговор. А нам тут влюбленные, правда, у кого-то могут быть? В первую очередь разговоры о личной жизни по поводу отношений или построения уже каких-то планов на будущее. И в зависимости от планов или намерений в вашей семье, в вашей паре или ваших собственных планов, у вас тут могут быть именно взаимоотношения между мужчиной и женщиной. Ну, в самых разных аспектах. Давайте перейдем к картам Таро. И что же там за неожиданности, Верховная Жрица? Ну, вот, наверное, есть какая-то тема, которую нужно обдумать. По Верховной Жрице это карта независимости. И, кстати, это та, которая все знает, но не торопится афишировать. Может быть, это вы будете хранить больше молчания. Где-то обратитесь к своей интуиции. Или интуиция, нам карта говорит, это старший аркан. Прислушайся. Подсказкам шестого чувства к тебе будут как раз приходить правильные какие-то советы твоей собственной души. С чем это может быть связано? А тут ведь, правда, какой-то вопрос словно нужно решить и пройти между двумя вот этими обрывами. Неважно, какой сферы это касается. Может быть, это касается изучения даже чего-то нового. И тут банальное изучение языков. Если вы собираетесь куда-то переезжать, или вы собираетесь менять работу, к примеру, да, есть какая-то тема, где знаний нужно добавить. Пусть это будут знания юриспруденции, я такое тоже могу допустить. Карта Паш мечей говорит именно знание, сила и никаких эмоций. И вот этот вот путь достаточно короткий, 2 шага, но по тоненькой жердочке. Нужно пройти, глядя, вот как эта девушка, может быть, она в книгу смотрит, да, вооружилась знаниями, но словно карта говорит, не смотри вниз. И вот это знание, как лампочки, словно гелевые шары, которые придают равновесие. Тут действительно, даже если с какой бы ситуацией вы ни сталкивались, и по Верховной Жрице ведь это тайны, здесь может какая-то тайна открыться. Или какой-то вопрос, который я такое могу допустить. Вы хотите, допустим, что-то осуществить. И я допускаю вот в эту декаду, мои дорогие овны, что вы услышите что-то такое, вам придется вносить коррективы в свою жизнь. Именно адаптироваться к чему-то. И, возможно, впоследствии организовывать что-то совершенно по-другому. Потому что как будто правила какие-то меняются, может быть, обстоятельства меняются. И это не то, что вы меняете, а это то, что помимо вашей воли меняется вокруг. Или у конкретных людей меняется. Или на вашей работе что-то меняется. Вот есть вот это, как, знаете, знание какое-то, как истина, которую вам предстоит узнать. С чем это еще связано, может быть? Но для вас это будут новые возможности, какая-то перезагрузка по тузу пентаклей. Это действительно еще карта подтверждает, что это информация, потому что это часто мы получаем как раз либо письмо, ну или пусть смс, звонок, или в мессенджерах кто-то вам пишет, и как-то с этим нужно провзаимодействовать, куда-то не торопиться. Вот здесь ни разу не помогают эмоции. Значит, будет какая-то тема, которую нужно или буквально изучить, а после изучения еще, я бы сказала, переосмыслить, продумать как-то так. В чем же ваша сила? Ну, тут нечего добавить, буквально сила. И поэтому, каков бы или какой сложности ни была бы тема или вопрос, у вас все получится осуществить. Но то, что словно баланс, равновесие придется держать, вот это правда. Ведь эта карта, она нам символизирует еще, что эмоции могут рваться наружу. Еще один старший аркан. Тут буквально Верховная Жрица и карта силы. Мои дорогие девочки, я могу такое предположить. Ваша персона может быть в центре внимания. Как и по личной жизни, вы можете быть притягательной для людей противоположного пола, поэтому, с одной стороны, это приятно. Может быть, приятно получать комплименты, почему нет? Но, наверное, не замечтаться, задать себе вопрос, а зачем это человеку нужно? Я все-таки вижу тут определенную необходимость себя беречь, потому что мы ведь не знаем, как дальше будут развиваться события или что задумал тот или иной человек. Может быть, поэтому нам Паш мечей и говорит, будь-ка ты так вот, как провидец, да, буквально,
ведь на пару шагов вперед, чтобы и не оступиться с одной стороны, но и чтобы не сделать чего-то такого в день сегодняшний, о чем завтра придется сожалеть. Здесь как раз нужно что-то либо, может быть, совершить, подписать, договориться и сделать это так красиво, у вас к этому будут возможности, самое главное. Но первая задача — увидеть эти возможности. Но вот этот туз Пентаклей как раз и говорит о каких-то новых начинаниях, или вам придется что-то переделать. И у вас же все получается. Хотя эмоции, не случайно нам девушка изображена, посмотрите, половина лица словно и львиная грива, и это прообраз того, что да, сложно с самим собой, может быть, или самой собой совладать, но в данном случае дипломатия творит чудеса. Нет пока чего-то однозначного. Вот давайте подведем итог. Видимо, как и ситуации, как и обстоятельства, они еще продолжат развиваться. И какие-то тайны у вас наперед еще будут открываться. Здесь еще в эти 10 дней не все встало на свои места или рельсы. Здесь постепенно только вы видите какие-то возможности, которые к вам приходят совершенно неожиданным путем. Вот это в целом. Но у вас все получится. Мои дорогие мужчины, это могут быть вопросы, которые связаны с важной женщиной в вашей жизни, которая, может быть, для вас несколько непонятна, словно закрыта. Может быть, и по личной жизни прекратилось какое-то общение, и вы пытаетесь наладить, вот я такое тоже могу предположить, и ищете точки взаимопонимания или новую точку отсчета в ваших отношениях. Тогда вам нужно дважды, трижды быть дипломатом, но возможности определенно, я вижу, есть. По крайней мере, если у кого-то это откликается. Но, значит, тут, знаете как, не сработает какой-то прежний, опять же, шаблон в отношениях. Может быть, откровенные разговоры. Или попытаться быть правильно понятым, если была какая-то минусовая ситуация. Одним словом, дипломатом вам тоже быть придется. Давайте посмотрим, что нам раскроют по основным сферам жизни. Дела, работа, бизнес. Или документы, опять же, да, 5 мечей, или пусть это обучение, это пирова победа, когда был какой-то конфликт. Ну вот, кстати, верхние карты, да и все карты оракула говорят, что вы можете нейтрализовать этот конфликт. Более того, через разговор или вот эту тему ее не нужно словно цементировать, утрамбовывать в самом себе. Здесь нужно как-то очень грамотно, дипломатично построить разговор, и как раз есть возможность быть правильно понятым. Более того, я бы сказала, с кем вы ссорились, вы здесь можете не просто понять друг друга, но и на будущее остаться добрыми друзьями на долгий период времени. Давайте посмотрим, пусть нам карты раскроют, с чем это может быть связано. По рыцарю Пентаклей, посмотрите, тут явно что-то не кончилось. Здесь нужно найти общую именно точку сборки. Либо договориться, либо что-то прояснить, детализировать, чего бы это ни касалось. Будь то документы, будь то взаимодействие с каким-то руководителем или конкретной персоной. Рыцарь Пентаклей, он едет медленно. Вот поэтому тут что-то будет развиваться медленно. Нет смысла торопиться, мы уже где-то об этом так вскользь говорили. Поэтому тут нужно что-то продолжать. Но каким образом продолжать? Тут словно высшие силы вам как раз и помогают что-то продолжить. Поэтому если кто-то смотрит этот расклад и думает, какая-то была патовая ситуация на работе, и все, меня сейчас уволят. Или я уже там хлопнул дверью или хлопнула и сказала, все, я ухожу. Ну, мало ли что вы сказали, слово ваше. Хотите, даете, хотите, берете обратно. Я, конечно, шучу. Но, мои дорогие умные, вы тут можете что-то переиграть, пересмотреть, нивелировать вот этот конфликт или нейтрализовать его, и что-то будет действительно продолжено. Поэтому вы тут можете очень многое надумать, и вполне вероятно, откровенный разговор в спокойных энергиях вам даст как раз способ, как и договориться, так и какой-то, может быть, и компромисс совершить. 7 чаш есть еще и выбор. Но, знаете, когда эта карта выпадает, это прокрастинация еще. С одной стороны, мы не должны одеть розовые очки. И действительно, что-то вы можете прояснять. Я уже говорила не раз об этом. Или точнее,
искать достоверную информацию, как в отношении меня работает закон. Но вот это ожидание, оно не должно быть искусственно затянутое. Здесь, может быть, медленно развивается ситуация, но, тем не менее, это не значит остановка. Но подумать или выбор какой-то у вас определенно есть. Ну, наверное, мы все разные. Вот смотрите, кто-то мог ждать документов, банально, да, визу, может быть, ждал и собирается куда-то поехать. И я могу предположить, что могут быть и какие-то задержки, но, мои дорогие овны, карта нам как раз говорит о том, что ты все равно все получишь. Ну, может быть, не в те сроки, но если ты задумал куда-то поездку, переезд, у тебя она осуществится. Хотя, возможно, с какой-то коррекцией или с какими-то, ну, такими сдвинутыми сроками на некоторое время позже. Я такое допускаю. С другой стороны, это карта новых начинаний, нового пути. Это вообще карта заслуженного успеха, когда у нас хватает мужества идти вперед, и она как предвосхищает, ты все равно добьешься успеха. Потому что дорогу осилит идущий. Если есть мужество, наверное, самое сложное – это отплыть от прежнего берега или отойти от какого-то стереотипа, шаблона, правда, от того, к чему мы привыкли. И действовать, надеясь на самого себя, но с этим у вас полный порядок. Единственный момент – не торопитесь. И ведь где-то вам обе карты, как и Верховная Жрица, так и карта Сила, тоже ведь об этом говорят. К чему приложить силу? Надо сначала подумать. Не с места в карьер, не на каком-то, может быть, даже энтузиазме, мои дорогие, или на каких-то эмоциях, пусть и приятных, например, но что-то не форсировать определенно есть смысл. Сначала подумать, а потом приступить к осуществлению. И тогда у вас будет успешное решение практически любого вопроса. Хотя, может быть, вам и придется какой-то период жизни подождать. А для тех, кто изучает что-то новое, мои дорогие, или хочет для себя как новый способ заработка, да, или вы изучаете скиллы, навыки, буквально какое-то ремесло осваиваете, то вас тогда ждет успех, потому что в одиночку как будто человек, да, отправился, и все то, что касается ремесла или навыка, то, что нам где-то приносит деньги, это тоже, когда мы надеемся сами на себя и идем в одиночку. Деньги. Но здесь по королеве чаш как будто есть человек, и неважно, что у нас королева, вообще это карта любящего человека, который способен прийти и на помощь. Это карта и альтруизма, но это может быть еще и карта ожидания. Или просто, мои дорогие, для тех, кто семейный, поддержка вашего партнера, может быть и так. Или решение некоторых вопросов по части финансов, которые касаются бюджета семьи. Но здесь есть взаимодействие с вашим партнером, это точно. Но давайте мы в целом посмотрим, потому что меня разные люди смотрят, так что же с деньгами? А вот с деньгами тут что-то может ускориться. И если деньги где-то задержались, вы их все равно получите. Или откуда к вам приходят деньги, да? Может быть, вы решаете вопрос, рассматриваете системы взаиморасчетов, или вокруг меняется, мы сейчас с вами живем в эпоху перемен, и планетарно даже, да и фактически, тут тоже возможны какие-то перемены, перестройка какой-то финансовой системы, и вам как будто нужно вписаться во все эти повороты судьбы, и у вас, главное, это получается. Вот смотрите, будут, видимо, некоторые вопросы, то, что касается вашей деятельности, бумаг, важных согласований, контактов. Вот здесь не торопиться. Здесь больше нам карты советуют просчитать каждый шаг. И не торопиться это не значит вот этот стопор или, как мы говорили, прокрастинация. Нет, идти вперед придется, но просто постоянно быть осмысленным. К чему это может привести? Или просчитывать, да, на пару шагов вперед. Но будут и те вопросы, все-таки это карта скорости и трансформация еще одновременно. Словно 1000 дорог сходятся в одной точке. И значит, будет какой-то важный пункт, может быть, через взаимодействие с кем-то. Или пусть это сообщение, или пусть это ваш собственный инсайт, как ноу-хау. Вы уже знаете, как вам нужно поступить. И это потребует от вас скорости мышления в первую очередь, принятия, может быть, этих решений, или поиска дополнительной информации,
или для кого-то поехать в какую-то инстанцию и что-то уточнить. У каждого по-своему. Но здесь в деньгах мы не теряем ни минуты. Что же это может быть еще? Королева жезлов, да, действительно, наверное, все те карты, которые мы с вами достали, раскрыли, они как по королеве жезлов и проходят, потому что это карта сильного человека и яркой личности, и которая тоже очень притягательна, мои дорогие девочки. Все то, что я говорила для вас по карте сила, королева жезлов будет усиливать. Но и для вас, мои дорогие мужчины, здесь может быть действительно какая-то важная женщина, от которой на данный период времени зависит решение какого-то конкретного вопроса. Но и вам предлагают где-то учитывать эти энергии, когда мы никому ничего не объявляем заранее. Помните, удача и успех любят тишину. И по карте королева жезлов ее жизнь научила, потому что она прежде много доверяла, и потом поняла, что где-то вот это доверие или поспешность ей мешает, а помогает найти еще раз какие-то грабли. И поэтому она теперь правильно работает с информацией, правильно распоряжается деньгами, никуда не спешит и умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. И поэтому вот такие энергии переложите на себя, они вам буквально помогают решить какой-то финансовый вопрос. Или, может быть, выйти из какой-то сложной ситуации. Такое тоже могу предположить. Давайте мы с вами узнаем, ух ты, старший аркан. Ну, понятно, тут у каждого по-своему. Карта влюбленная для тех, у кого все в паре хорошо. Конкретно влюбленные. Решение каких-то вопросов по части вашей пары. Ваша любовь, ваши взаимоотношения. Может быть, это где-то будет через оформление, через бумаги, через какие-то договоренности. Для тех, кто в сложных отношениях, это карта выбора. Может быть, и придется делать этот важный выбор. И вы тоже будете, опять же, искать информацию, работать с документами. Для тех, кто один или одна, здесь может быть серьезный выбор. Решаюсь я искать какие-то новые отношения или изменить круг своего общения, позволить новым людям войти в мою жизнь и каким образом это осуществить. Но, тем не менее, через отношения. Это может касаться любых, в принципе, отношений. Потому что мы не просто сказали «любовь» и «личная жизнь», а мы в самом начале говорили и «отношения». Ну, может быть, и ситуация выбора, она тоже присутствует. Давайте мы откроем карту «Совет». Королева мечей. Карта независимого человека, опять же. У вас и Верховная Жрица выпадала, ну вот и в карте Совет такие же энергии, да и Королева Жезлов, это тоже независимость. Но вот этот огонь, огненная карта все же жезлы, это тот огонь, который внутри нас. Это тот, как, знаете, Марс, наверное, подталкивает спину и говорит, ну давай быстрее, ну сколько можно ждать. Но все-таки вам карта в Совет говорит, ну вот нет, присядь, подумай. Может быть, на несколько секунд, может быть, на пару минут. Но есть какие-то темы в эту декаду, когда именно нужно рассчитывать на самого себя или саму себя. Не бежать впереди паровоза – это точно. Просчитать на пару шагов вперед. И даже рассмотреть те варианты, когда вдруг что-то пойдет не так. Что я буду делать? Вот действительно такой вопрос есть смысл задать себе. Потому что у вас в карте Совет выпадает та карта, которая служит прообразом Юдифи. А как известно, она отправилась на свое великое действие, благодаря которому она вошла в историю и Ветхий Завет. Она отправилась в одиночку. Ну, с ней пошла служанка, но служанка, понятно, не была информирована. Ей только было конкретно сказано, как что делать. Но никто не знал, зачем, куда она направляется. И поэтому она смогла что осуществить? То действие, ради которого, в общем-то, ну, может быть, она пришла на планету Земля, да, все с какой-то мы миссией рождаемся. И кто знает, пусть я так немножко пафосно завершаю наш расклад, мои дорогие овны, может, и у вас в эти 10 дней, в эту декаду что-то стоит такое глобально важное. У кого-то и попроще, а у кого-то очень важно, принципиально, который меняет, как преломляет вашу реальность и открывает новые перспективы. Как и решать придется, и на что-то решиться. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.